Отель Виндхэм, 431 номер. Сразу при входе такое огромное зеркало. Оно, конечно, очень увеличивает пространство. И когда мы только первый раз заходили, я сначала даже не поняла, в какую сторону идти, потому что зеркало настолько большое, настолько чистое, что казалось, что наш номер с вот этой стороны. Мы тут немножко уже повесили свои вещи. Сейчас зима, 31 декабря, если еще более точным быть. Рядом прям с входной дверью есть вот такой вот небольшой одежный уголок. Туда, в принципе, можно как обувь, так и чемодан поставить. Мы пока все составили вот так. Тут чайный уголок. Как вы думаете, где тут сейф? Это не сейф, это холодильник. И вот тут вот в этом шкафчике тоже не сейф. Смотрите. Утюг, холодильник, полочка, если нужна. А сейф я с удивлением обнаружила вот так. Забавно. И во втором ящике это лежит фен. Ну и сюда можно сложить, конечно, свои вещи. Вот так вот выглядит зона возле кровати. Очень все мило. Это еще одно зеркало. Вид из окна во внутренний двор и на горы. Вот такой огромный телевизор, кому это важно. Напротив кровати. Мы его еще не включали, мы только заехали в номер. Также удобное место, в принципе, для работы, для ноутбуков. Две розетки как раз под наши два ноутбука. Один минус, мы когда сейчас заезжали, сказали, что нет Wi-Fi в отеле, еще не подключили. Это, конечно, не очень хорошо, потому что есть работа, которую надо сделать 31 декабря тоже. Такой вот мягкий свет, двуспальная кровать. Насколько мы поняли, она не сдвинутая. Ну или сдвинута, но так, что это незаметно. И вот так выглядит номер от балкона. Вы знаете, он небольшой, не маленький, он достаточно комфортный для двоих, как нам показалось. Очень удобно. Тут есть чайник с чашками, но нету ни чая, ни кофе. Возможно, их можно будет просто на завтраке взять, посмотрим, либо спросим на ресепшн. Теперь давайте посмотрим, где у нас притаилась ванна. Интересно сделано, нам понравилось. Это дверь в ванну красная, кто не понял. Сейчас вы увидите, как она открывается. Дверь в ванну просто отъезжает в сторону и не занимает места ни в ванной, ни в коридоре. Очень удобно. Вот так у нас выглядит санузел. Все сделано очень симпатично. Розетка рядом с зеркалом для фена. Уже висят полотенца. В номер мы только заехали. Еще не спали тут, не обжились. Так что не знаем, насколько удобная кровать. В комментариях к видео, точнее в описании к видео напишем. Про напор воды тоже ничего сказать пока особо не можем, но я уже мыла руки. В целом не могу сказать, что напор воды тут плохой или нет горячей воды. Но посмотрим, что будет утром и вечером. Давайте посмотрим вид с балкона. На балконе есть столик, два кресла. Летом посидеть вообще, наверное, отлично. Должны быть видны горы. Сегодня у нас идет снег, облако, судя по всему. Это все, что мы видим. Вот такой у нас вид 31 декабря. Где-то в половину пятого. Уже начинает смеркаться. Видно снег, да? Не удержались и решили снять видео из коридора. Это на выходе из лифта. Вот такой вид 1 января. А вот такой вид открывается с нашего балкона 1 января. Сегодня у нас солнце. Совершенно другое впечатление. Согласитесь. Когда на улице будет тепло, я бы с удовольствием провела бы пару вечеров на таком балконе с таким потрясающим видом. Этот корпус состоит из двух зданий, которые соединены общим холлом. Там ресепшн и завтраки. Мы живем вот в этом здании. Окна у нас выходят на другую сторону, на горы. Обзор номера до этого мы вам уже снимали, когда только заехали. Сегодня второй день, и сегодня у нас солнце. Также из общего холла можно выйти вот на такую террасу. Сегодня у нас на улице по прогнозу -7, но на солнце этого совершенно не ощущается. Очень тепло, комфортно. И надо не забывать про санскрин. Все-таки мы находимся в горах, высоко. На террасе можно выпить чай, кофе. Скорее всего, можно пообедать или позавтракать. Мы не узнавали.
На завтраке после Нового года нам было не до этого. Смотрите, какая сзади меня красота. В окнах отражается. Как вы слышите, у нас капель. Это с крыши льется вода, тает снег. Несмотря на то, что солнце низкое, зимнее, все равно оно очень теплое. Вот такой красивый вид открывается с террасы. Мне кажется, тут можно провести не один час на солнышке, в раздумьях или в созерцании. Очень красивый отель, расположен в очень живописном месте. Как нам рассказали, он еще не до конца открыт. Мы первые гости практически. Но в нашем номере, когда мы зашли, в комнате пахло свежим ремонтом. Как вот заходишь в свою квартиру, когда ее только-только отремонтировал, заезжаешь, и там все такое свежее, новенькое. Еще никто до тебя не жил. И вот в нашем номере также. Очень приятное ощущение. Нам очень понравилось. Номер комфортный, удобный. Кровать очень удобная, мега удобная кровать. Она мягкая, что не характерно для Узбекистана, потому что мы жили в Самарканде, жили в Бухаре. Везде были достаточно жесткие кровати. Тут матрас мягкий, очень удобный. Удобные подушки. Ну что сказать, это Винхэм. Я не знаю, видно вам будет или нет на камере, но там вон вдалеке пасутся лошадки. Они с утра приходили к нам под окна объедать сосны маленькие, вот эти, которые тут везде посажены. Их сейчас Новый год украсили лампочками. Так вот, лошадки приходили объедать сосны, но сотрудник отеля увидел и прогнал их за вот это вот маленькое ограждение. Там то ли можжевельники, то ли туечки маленькие посаженные. Я, честно говоря, не приглядывалась, когда мы там ходили. Мы думали сначала дойти до лошадок, их погладить, но там такой снег. Решили, может быть, они сейчас попозже вернутся, и можно будет их погладить. Лошадки маленькие, очень симпатичные. Мы решили пройти чуть-чуть в поле, поближе к лошадкам, и чтобы был общий план на отель с этой стороны. Это со стороны гор мы снимаем. У нас получается вот это самый дальний корпус, а мы живем вот в этом корпусе, который состоит из двух зданий. Мы живем вот в этом здании, во втором. Только что мы с вами были там на террасе и смотрели в эту сторону, с которой я сейчас снимаю. И вот это вот третий корпус, называется он Винхэм Гарден. Я забыла, как называются другие два корпуса, просто надпись Винхэм Гарден не видна отсюда. Дальше там пока идет небольшое строительство, будет wellness-центр. Мы так подозреваем, там салоны красоты, может быть бассейн небольшой. И это вот горы, которыми можно любоваться бесконечно. Повторюсь, очень тепло на солнце, жарко, я бы сказала. Кстати, куда-то исчезли лошадки. Это можжевельник. Я не знала такой факт, что на зиму можжевельники становятся вот такого цвета. Мы их когда видели в Ташкенте, я думала, боже мой, неужели растения умерли? Но нет, они просто зимуют. Летом они должны быть зелеными и начать выделять эфирные масла. В округе их тут очень много по склонам растет. И воздух считается из-за этого целебный. Это вид с другого ракурса. Я стою сейчас у нашего корпуса, в котором мы живем. Вон через ту открытую дверку мы уже бегали в наш номер туда-обратно, пока снимали вам видео. Это вот такая территория рядом с нашим корпусом. И вид на соседний корпус и горы. Мы рады, что встретили Новый год в Винхэме и что 1 января у нас выдался вот такой вот замечательный солнечный день, и мы можем вам показать всю красоту этого места. Попали мы сюда благодаря компании «Вездеходы». Ребята все очень здорово организовали. В целом нам все понравилось, мы всем довольны. И именно благодаря им мы смогли пожить вот в отеле до открытия. Я надеюсь, что на этом отеле наши поездки не закончатся, и они будут еще в 2023 году. Так что до новых встреч. Пока-пока.